Всем привет! Вы на канале Вкусно дома, и с вами я, Ольга Молодцова. Сегодня мы с вами будем готовить открытый рыбный пирог с красной рыбой на слоеном тесте. Этот рецепт когда-то давно просто покорил мое сердце навсегда и бесповоротно. Я обожаю этот пирог, он очень вкусный. Итак, давайте посмотрим, что же нам сегодня для него понадобится. Слоеное тесто, красная рыба, сырой картофель, сыр, сырое яйцо, сливки, кунжут, соль и перец. Сразу скажу, что этот пирог можно испечь на обычном дрожжевом тесте, но на слоеном он просто восхитителен. Я использую бездрожжевое слоеное тесто, но можно брать и дрожжевое, оно чуть-чуть помягче. Красную рыбку для этого пирога тоже можно брать абсолютно любую, какая вам нравится. От семги и форели до киты и горбуши, все, что вашей душе угодно. Итак, с нее мы и начнем. Нам нужно очистить ее от кожи и костей. В этом плане гораздо быстрее и удобнее, конечно, использовать филе рыбы. И сейчас рыбное филе нам нужно нарезать на небольшие кубики. Дальше нам нужно натереть сыр на крупной терке. Конечно, здесь лучше использовать моцареллу, она так нежно растает в пироге, но можно, в общем-то, брать любой сыр, который вы любите, это, в общем-то, не принципиально. Следом и картофель натрем на такой же крупной терке. Картофель сырой, варить его заранее не нужно, поэтому-то мы его и трем на терке, чтобы он был меленький и успел пропечься в пироге. А сейчас в глубокой миске нам нужно соединить яйцо и сливки. Добавим соль и перец и все смешаем до однородности. Сюда же добавляем картофель, наши рыбные кусочки и половину сыра. И все тщательно перемешаем. Этот пирог можно выпекать и в разъемной форме, чтобы его потом достать и выложить на блюдо. Но, если честно, и удобнее, и красивее смотрится, когда его выпекаешь уже в стеклянной или керамической форме. Я очень люблю красивую посуду, и сегодня буду использовать вот такую яркую форму для выпекания, которую мне любезно предоставила компания Faberlic. Она универсальная, в ней можно выпекать и пироги, и, допустим, тарты, и красиво подавать горячее. На сайте компании Faberlic можно найти не только такую посуду, но и множество самых разных товаров для дома, а также, конечно, косметику на любой вкус. Ссылочку на сайт Faberlic я оставлю в описании под этим видео. Ну а мы с вами продолжаем готовить. И сейчас нам нужно раскатать наше тесто чуть больше, чем диаметр формы, которую вы будете использовать. Поверхность немного присыпем мукой. Ну и теперь раскатаем наше тесто, примерно 3-4 мм должна быть его толщина. Дальше дно и стенки формы смажем сливочным маслом. Оно лучше покрывает поверхность, более равномерно и по сравнению с растительным не скатывается по форме. Теперь раскладываем по форме наше тесто так, чтобы оно плотно прилегало и к дну, и к бортикам. Лишнее тесто срежем. Вот эти остатки теста не выбрасывайте. Их можно нарезать небольшими кусочками, присыпать сахаром и выпечь в духовке до румяности. Получатся такие очень вкусные слоеные печенюшки по типу язычков. И нам осталось только выложить нашу начинку и равномерно ее распределить. И дальше мы будем выпекать наш пирог в духовке. Первые 15 минут будем выпекать на температуре 200 градусов. Спустя 15 минут достаем пирог и присыпаем его оставшимся сыром, а сверху кунжутом. И снова убираем пирог в духовку еще минут на 15. Тесто у нас должно зарумяниться, а сыр расплавиться. Температуру можно, кстати, убавить градусов до 180. При желании готовый пирог можно присыпать зеленью. Например, к рыбе очень подходит зеленый лук.
Ну вот и готов наш ароматный, очень вкусный и нежный пирог. Красная рыба прекрасно сочетается с картошечкой, которая почти растаяла в нем, с сыром, кунжутом и зеленым луком. Ну а слоеное тесто, меня поймут все, кто любят слоеное тесто. Это невероятно вкусно. Этот пирог даже трудно пирогом назвать, потому что это шедевр. И он прекрасно украсит даже праздничный стол. Если вам понравился такой рецепт, то обязательно ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал, не забывайте нажимать на колокольчик, пишите мне комментарии, я всегда их очень жду. Также заходите в мои соцсети, все ссылочки в описании. Ну а у меня на сегодня все. Приятного вам аппетита, пока!